Добраться на остров легче и комфортнее всего авиакомпаниями Emirates или Qatar. В аэропорту вы сможете воспользоваться услугами государственного такси или заказать трансфер заранее. Мы рекомендуем посетить южный берег Шри-Ланки от Хикадувы до Киринны. Основной целью нашего путешествия, конечно же, было знакомство с океаном, подышать его воздухом, ощутить его мощь и энергетику, понырять в глубину, поохотиться и добыть зачетный трофей. Вот главные задачи, которые мы успешно выполнили. Не без ошибок, но с огромным удовольствием. Как в эмоциональном, так и в гастрономическом плане. А в качестве приятного бонуса для нас было плавание рядом с акулами, барракудами, скатами, осьминогами и другими интересными жителями океана. По острову легче всего передвигаться на тук-туках или на арендованном мопеде либо автомобиле. Но не стоит забывать, что движение на Шри-Ланке правостороннее. හොඳ වැඩි මල් උස පෙනුමද දැක්කේ මම ටිකක් බාල හින්දා මාව සෙල්ලමටද ගත්තේ මම උඹට ආදරේ තවමත් මගේ හුරතල්ලක්ේ මට රැට හීනෙනුත් පේන්නේ නුඹ විතරයි අක්කේ. Нашим домом на Шри-Ланке стал Ранга Хилл Хаус. Всего за $20 в сутки мы поселились в большом доме с кухней, интернетом и радушными хозяевами. හයේ හතර පෙනුමට උඹ ඔය හිත බැන්දාට කොයි තරම් ගැටිසියන්ගේ හිත බැඳෙන් නැද්ද ඌට කවුරුත් නිකමටවත් නොබලපු මගේ. Мы сдружились с хозяином дома, Ранга, и он даже пригласил нас всех к себе домой и познакомил со своей семьей. Язык общения на острове английский, который отлично понимает большинство жителей. А некоторые, как оказалось, отлично знают русский. හොඳ වැඩි මල් උස පෙනුමද දැක්කේ මම ටිකක් බාල හින්දා මාව සෙල්ලමටද ගත්තේ මම උඹට ආදරේ තවමත් මගේ හුරතල්ලක්ේ මට රැට හීනෙනුත් පේන්නේ නුඹ විතරයි අක්කේ මට රැට හීනෙනුත් පේන්නේ නුඹ විතරයි අක්කේ මම උඹට ආදරේ Маду. Мы случайно его встретили на рынке. Он услышал русскую речь и сразу же вызвался нам помочь. Маду старался сделать наш отдых комфортнее и интереснее. Маду, это твой дом? Да, это моя. Вот. Ты заселяешь в этот дом отдыхающих? Конечно, да. Хорошо. Как, не очень дорого? Нет, вообще не дорого. Отлично. Далеко до пляжа? Ну, вот 15 метров. 15 метров до пляжа. ඔබ විතරක් නිසා යන්නේ කොහොමද දාමා කීමුසා බස් හෙලියු නිසා. Ну что, Маду, пойдем посмотрим комнату? Конечно, пойдем. На второй этаж? Второй этаж. $30-35 с человека. С номера. Так, а завтрак бесплатный? Ну да, 35, 30, 40 долларов. Разные места, разные цены. Better land you rocky and
දෙදෙනාගේ කසේ හොඳින් සිතා නොබලා කෙරුවේ වැරදි මං දැන දැනත් යලි යලිත් ඔබ තුතින් ඉන්නයි පතා යමි සදහටම මෙලොවෙන්. Хорошие комнаты. Адо, что можно делать здесь, в Диквелле, на Шри-Ланке? Водной охотой заниматься можно у вас? Да, конечно, можно. Да. Рыбалкой? Да, рыбалки, экскурсии, серфинг, каток. А на слоне покататься можно? Да, конечно, да. А большая рыба живет у вас тут? Конечно, да. Марлин, акула, тунец, рака, рыба. Все есть. Отлично. Вообще, Шри-Ланка это рай, да? Конечно, да. Передай привет севастопольским подводным охотникам. Привет, Востополь. Я люблю Востополь. Крым, Востополь люблю. වලට ඇයිගේ වන්නේ සල්ලි ඕන ලෙඩක් හොඳ වෙනවා පොන්න කොත්ත මල්ලි රුමේනියා වෙලු තියෙන්නේ හොඳම කොත්ත මල්ලි ලංකාවට ගෙන්නන්නේ අපේ අමල් මල්ලි ලංකාවට ගෙන්නන්නේ අපේ අමල් මල්ලි බොමු අපි කොත්ත මල්ලි මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි බොමු අපි කොත්ත මල්ලි මොකටද විස්කි බ්‍රැන්ඩි. Даже если вы планируете ловить рыбу на Шри-Ланке самостоятельно, мы все равно рекомендуем вам посетить ближайший рыбный рынок. Только там вы сможете оценить все богатство океана, омывающего остров, и купить свежие морепродукты к столу. Креветки, лобстеры, тунцы, акулы, осьминоги и многое-многое другое. වෙන්න සමහර අය විටමින් පෙති බොති එක්සර්සයිස් කරලා සමහරුන්ට හති අනේ හති ඔය අරව මේව මුකුත් නොකර කොල්ලා වගේ ඉන්නේ. Маду плохого не посоветует. Ешьте смело, берите поострее. Разрушительное цунами 2004 года нанесло серьезные разрушения, но ничему не научило жителей острова. Они продолжают селиться и строить дома на самом берегу океана. В один из дней Маду предложил нам маленькую экскурсию недалеко от дома. Буддийский храм, которому, по его словам, более 1000 лет. Многое для нас было в диковинку. Павлинов мы видели и раньше, дома в Крыму. А вот двухметрового варана в траве, возле дороги, или слона в лесу. Необычность, красота и разнообразие животного и растительного мира Шри-Ланки, конечно, впечатлило. На Шри-Ланке везде экзотика.
необычно и красиво. Но не стоит забывать, что вы в тропиках. В джунглях прячутся дикие животные. С этой экзотикой надо быть осторожным и внимательным, даже в жилом помещении, так как на огонек тебе может заглянуть незваный гость. Обычное дело, когда ящерица размером с человека вальяжно переходит дорогу, а вместо ежей ночью под домом шумят дикобразы. Обезьяны. Туристу следует быть внимательным с этими мохнатыми жуликами, которые проявляют любопытство к человеку. Могут запросто утащить ваш телефон или камеру. Эти хвостатые создания пытаются проникнуть везде, куда им вздумается, и вполне способны совершить налет на ваш холодильник. Шри-Ланка подарила незабываемое впечатление. Например, когда крупная рыба за считанные секунды размотала 40-метровую катушку и чуть не утащила за собой в глубины океана. Шри-Ланка – прекрасное место для культурного и морского отдыха. И если, например, нас спросить, при возможности, вернемся ли мы еще раз на остров Шри-Ланка, мы ответим: конечно, да. Кстати, после отъезда со Шри-Ланки до нас дошла информация, что подводную охоту там запретили вообще. Кто был там недавно? Расскажите, пожалуйста, в комментариях, правда ли это?